Этот конфиг полностью изменит ваш Reaper. Сперва сохранитесь. Это контент для подготовленных пользователей. Если вы только начинаете знакомство с Reaper или просто не знаете, как открыть zip-архив, я не смогу вам помочь. Несмотря на то, что в этом конфиге изменены практически все элементы, в отличие от оригинала, я следовал некоторым принципам, которые объединяют все изменения в какую-то общую идею. В первую очередь это то, что все часто используемые инструменты находятся на виду и под рукой, а то, что используется редко, спрятано в меню, чтобы разгрузить интерфейс. Второе – это наследие Sonara. Я не пользуюсь им уже лет 6, но остались старые привычки. Поэтому часть визуала и горячих клавиш повторяют старый добрый киквок. Ну и третье, поскольку это рабочий инструмент в первую очередь для создания музыки, все действия, которые многократно повторяются, забиты в скрипты и темплейты. Все это экономит кучу времени и сил. Импорт конфига. Перед установкой конфига первым делом нужно скопировать DLL-ки в папку User Plugins и перезапустить Reaper. После перезагрузки мы увидим окно Reapack. Это значит, что DLL-ки подключились. Как минимум Reapack. Здесь он уже предлагает репозиторий для импорта. Просто кликаем ОК. Далее ставим конфиг. Перетаскиваем мышкой в окно Reaper. ОК. Reaper перезагружается. Импортируем. Готово. Когда конфиг установлен, первое, что стоит сделать, это пойти в настройки и установить пути к рабочим папкам. Первый путь – это папка, где лежат ваши проекты. Вторая папка – все ваши рендеры, куда вы делаете экспорт. Третья – временная папка, где лежат файлы записи и импорта до того, как вы сохранили проект. Ну и четвертая – временная папка с изображением waveform. Если не задать этот путь, то куча мелких файлов будут сохраняться куда попало, захламляя диск. Для экономии места я иногда чищу эту папку. И последний путь – это папка с автосохранениями. Это можно и вовсе выключить, но у меня все организовано так, что 3 файла сохраняются рядом с файлом проекта, и вдобавок каждые 5 минут происходит автосейв вот в эту папку, просто на всякий случай. Эту папку я тоже иногда чищу. Еще одна вещь, которую сразу стоит упомянуть, это размер экрана. Если разрешение вашего экрана меньше моего, стоит сразу пойти в настройки вот этого тулбара и убрать лишние пробелы и кнопки, которыми вы не планируете пользоваться. Таким образом, все влезет в ваш экран. Ну что, начнем с новой темы. Сразу откроем тему Adjuster. Как видите, здесь куча параметров. Для удобства все они подписаны и разбиты на категории. В пределах категорий параметры расположены примерно с одной логикой. Вначале размер шрифтов, затем отображение или прозрачность элементов, далее размер и в конце параметры индикатора. Кроме простого изменения яркости для выделенных треков, вы можете менять их насыщенность при выделении. Также вы можете менять общую яркость треков, микшера и мастера. Для треков стоит отметить возможность менять отображение классических кнопок. Я имею в виду кнопки FX и Envelope. У меня они отключены вовсе. Я использую только кастомные кнопки. Они имеют несколько вариантов отображения. Полностью выключены, вариант не требующий скриптов и мой рабочий набор со скриптами. Набор без скриптов имеет 3 кнопки. Одна кнопка меняет цвет трека, другая кнопка создает копию трека, и третья кнопка кидает выделенные треки в папку. Второй вариант отображения кастомных кнопок – это мой рабочий набор. Если устанавливать тему отдельно, для них потребуется установить скрипты, но в готовом конфиге это делать не нужно. Итак, по кнопкам. W – это отображение регулятора ширины стерео. FX – здесь просто байпас, пока она на тестировании. Envelope – это умная кнопка Envelope, которая по умолчанию создает автоматизацию громкости. Но если вы трогали любой параметр эффекта, кнопка создаст автоматизацию для него. И последняя кнопка – это умный Duplicate. Позволяет копировать трек со всеми эффектами, но по-разному работает с айтемами. Если ни одного айтема не выделено, кнопка скопирует только трек без айтемов.
Если выделена часть айтемов, кнопка скопирует трек и перенесет на него выделенные айтемы. Это удобно, например, если я хочу по-разному обработать куплет и припев. Ну и если выбраны все айтемы на треке, кнопка скопирует трек и все айтемы. Идея этого скрипта появилась именно в работе. Это самый прикольный вариант создания скрипта, когда в нем есть реальная потребность, и он сразу вписывается в рабочий процесс. Так, с кастомными кнопками мы закончили. Далее размер метра. Ширину метра можно менять от супер маленькой, когда он просто превращается в тоненькую ниточку, до супер широкой, когда метр принимает горизонтальное положение. Есть такая особенность Reaper. Если ширина индикатора больше, чем высота, то он переворачивается. Ширина индикатора изменяется раздельно для развернутого и свернутого отображения трека. Ну и еще один хак. Это именно хак, потому что эта опция не предусмотрена разработчиком и ломает функционал Reaper. Есть такая штука TCP Hide Meter Menu. По умолчанию, если кликнуть по метру, появится меню, которое просто дублирует input. Кроме того, кликая по метру, вы не сможете выделить несколько треков, удерживая Shift. Включение этой опции убирает меню и возвращает возможность полноценно выделять треки с шрифтом. Ну и напоследок хотелось бы отметить возможность изменять ширину микшера для удобного отображения встроенных плагинов. Далее, думаю, стоит рассказать про кнопочки на тулбарах. Сохранить проект как, быстрый рендер проекта WAV 4416 с именем проекта, ну и расширенный рендер, если нужен специфический экспорт. Далее две кнопки раскраски. Первая красит выделенный трек или айтем в случайный цвет из 32 заготовленных. Это мой собственный скрипт. Цвета подобраны так, чтобы были приятны глазу и гармонировали друг с другом. Для сравнения, если использовать обычный экшен смены цвета, как видите, не все цвета приятны. Вторая кнопка красит выделенный айтем в цвет трека. I'm Assist. Раньше здесь был скрипт, теперь это встроенная фича Reaper. Моя маленькая гордость. Когда внедряли эту функцию, я подал разработчикам идею отключить привязку к сетке при нажатии на Shift или Ctrl. Так он работает более логично. Далее скрипт адаптивной сетки, который меняет размер в зависимости от зума. Отображение сетки – это только визуал, ибо айтемы все равно будут притягиваться к невидимой сетке. Далее привязка айтемов к сетке. Далее Relative Snap – это тип привязки к сетке. При включении, если айтем слегка смещен, то это смещение будет учитываться. В противном случае к сетке будет притянут край айтема. Метроном и Tap Tempo позволяет узнать ритм, равномерно кликая под музыку. В отличие от встроенного Tap Tempo в Reaper, скрипт не меняет темп проекта мгновенно, позволяя корректно проигрывать аудио. Следующий блок – байпас всех эффектов. Глобальное отключение, включение мьюта, глобальное отключение, включение соло и эксклюзивное соло для выделенного трека. Удобная функция, если нужно сравнить два трека. Далее выделение только нечетных айтемов, выделение только четных айтемов. Эта кнопка меняет два айтема местами. Если выделено больше двух айтемов, то она циклически меняет позицию всех айтемов. Также можно менять местами айтемы на разных треках, но будьте внимательны. Если айтемы стартуют с одной и той же позиции, то скрипт не сработает. Придется чуть-чуть сдвинуть один айтем. Следующая кнопка реверс. Далее конвертирует стерео айтем в 2 моно. Real-time рендер на новый трек. Удобно для рямпинга или принтинга внешних синтезаторов. Миксдаун на новый трек. Умеет миксдаунить область, разоредит или айтемы, включая MIDI. Следующие 4 кнопки меняют алгоритм стретчинга айтема одним кликом. Первая Elastic хорошо сохраняет атаки, мало жрет процессор, но с ним немного плывут хвосты. Вторая кнопка Sound Touch. Простой режим, который иногда хорошо работает на басах. Третий Rubber Band. Мылит атаки, но
отлично работает с хвостами. И четвертый — RIA, который превращает любой звук в ревер. Этот режим я использую чаще всего. Часто требуется добавить хвост обрезанному сэмплу, так я могу в 2 клика это сделать без возни с подбором ревера и его автоматизацией. Далее слайсер. Это мой скрипт, если кто не знал. Теперь он новый и красивый, в отличие от прошлого конфига. Shaper Stutter. Если слайсер я использую в основном для гитар и перкуссии, то этот скрипт обычно использую, чтобы убить атаку или сустейн у звуков. Envelope Based Compressor. Это модифицированная мной версия старого скрипта. Здесь чуть увеличено окно для корректного отображения на большом мониторе, и теперь он сразу активен. После запуска не нужно ставить галочки, а только выставить нужный threshold. И последний скрипт в этом блоке — Resampler. Это мой новый скрипт. Позволяет играть выделенным сэмплом, растягивать, замедлять, ускорять сэмплы с разными алгоритмами, ну и записывать результат. Пока он не имеет полифонии и имеет задержку. Далее простой экшен, который удаляет тишину. Здесь уже все настроено. Обычно я трогаю только параметр threshold. Минус 40 дБ по умолчанию работает на любом материале. Здесь кнопки для работы с MIDI-айтемами. Первые 4 — это транспонирование. И 2 кнопки для удаления ненужных MIDI-сообщений. Следом кнопки быстрого вызова темплейтов с соответствующими плагинами. Так я сразу получаю готовый к работе инструмент. Ну и в конце отображение разных элементов. MIDI-клавиатура, мастер-трек и мастер-микшер. Также вы можете увидеть микшер по кнопке I, а медиа-браузер по кнопке B и навигатор по кнопке N. Теперь, думаю, стоит рассказать про Arrange View. Начнем также с кнопок. Здесь добрая половина осталась со старого конфига. Эта кнопка влияет на изменение позиции курсора при остановке. Если включена, курсор следует за плеймаркером. Если выключена, курсор возвращается на старт. Эта кнопка открывает папку с envelope айтемами. Следующее — окно трек-менеджера. Эта кнопка называет трек именем айтема. Трек и айтем должны быть выделены. Далее мой скрипт, который удаляет повторяющиеся символы из имен треков. Например, если у вас есть вот такие громоздкие названия, можно просто скопировать то, что нужно удалить, затем выделить нужные треки и запустить скрипт. Этот скрипт позволяет обнаружить новые MIDI-устройства при подключении. Здесь 3 стандартные функции Reaper, нечего рассказывать. Далее скрипт, который закидывает выделенные треки в папку. Затем скрипт для создания сложных цепочек эффектов. Например, можно в 2 клика сделать параллельную или многополосную обработку. Все это создается внутри контейнера и автоматически роутится. Здесь, так же как и в Reaper, работают горячие клавиши. Можно что-то скопировать, удерживая Ctrl, или удалить, удерживая Alt. Последний скрипт позволяет быстро вырезать выделенную область и переместить ее на трек ниже. У него есть один недостаток. Пока скрипт активен, Ctrl-Z не будет работать. То есть, чтобы отменить действие, нужно отключить скрипт. Двойной клик по треку вставляет айтем размером в такт. Но если есть выделенная область, то двойной клик вставит айтем длиной в область. Теперь горячие клавиши на айтеме. Айтемы условно разделены на 2 половины, верхнюю и нижнюю, где действия мыши выполняют разные функции. За верхнюю половину можно перетаскивать айтем. Удерживая Shift, айтем перетаскивается без привязки к сетке. Удерживая Ctrl, айтем копируется. А удерживая Alt, перемещается только контент с сохранением положения и размеров айтема. Ctrl-Alt создает новый рендер айтема. Это может пригодиться для быстрого экспорта айтема или для закидывания айтема в сэмплер, потому что простым перетаскиванием закинуть в сэмплер не получится. Если удерживать клавиши Shift и Alt, айтем будет перемещаться только по вертикали.
а удерживание Ctrl, Shift и Alt на MIDI-айтеме создает пул-копию айтема. Для тех, кто не в курсе, все айтемы, добавленные в пул, можно редактировать одновременно, внося изменения только в один айтем. Клавиша E переключает вид MIDI-айтема. Теперь нижняя часть айтема. Перетаскивание создает область Razer. Перетаскивание с шифтом создает Razer без привязки к сетке. Alt-клик режет айтем по сетке, а Shift-клик режет айтем без привязки к сетке. При удерживании Ctrl мышь меняет громкость, а при удерживании Ctrl и Shift меняется высота звука. И последнее, удерживая Ctrl и Shift, потянув за край, можно растянуть или сжать айтем. Немного о горячих клавишах на айтеме и в Orange View. Клавиша K мютирует айтем, но если есть Razer Edit, то мютируется только эта область. Клавиша M ставит маркер и упорядочивает нумерацию всех маркеров. Комбинация Ctrl-Shift-Insert вставляет область, смещая контент вправо. Ctrl-Shift-Delete удаляет область, смещая контент влево. Эти две функции незаменимый инструмент для быстрой работы с аранжировками. Комбинация Ctrl-Shift-Backspace сбрасывает RAID айтем, а Ctrl-Shift-N делает нормализацию выделенных айтемов. Вроде это функция по умолчанию. Комбинация Shift-A выделит все айтемы на всех треках. Если есть Razer Edit, то расширит его на все треки. Меню айтемов. Верхняя половина дает быстрый доступ к свойствам айтема. Здесь разные режимы стерео, инвертирование каналов, инвертирование фазов, инвертирование фазы или айтема. Чуть ниже быстрое создание автоматизации на айтеме. Далее стандартные функции. Отмечу только одну. Set item start end. Она возвращает первозданную длину айтема. MIDI Editor. Кнопки по порядку. Первые три – это отображение. Первое – отображение в виде нот. Вторая – обычный пиано-ролл. И третье – название нот. Например, можно подгрузить название нот для Superior и держать их все перед глазами. Квантизация – это выравнивание нот по сетке. Humanize – это наоборот, делает ритм кривым. Потом опция привязки нот к MIDI событиям. Далее две кнопки отображения дорожек с MIDI событиями. Первая оставляет только те, что используются, а вторая сворачивает все. Отображение сетки. Включение привязки нот к сетке. Метроном. Далее скрипт легато. Притягивает ноты друг к другу и слегка наслаивает их. Затем скрипт, который убирает легато. Он убирает наслаивание нот и делает между ними небольшой зазор. Далее три скрипта из прошлого конфига, которые я отремонтировал. В 7 Reaper они уже не работали. Правда, я так и не нашел им применения, но может вам что-то пригодится. Первый генерирует случайный ритм для аккордов. Второй создает простое арпеджио. Третий создает рандомное арпеджио. Кнопка с ножницами нарезает выделенные ноты по сетке. Следующий блок. Этот скрипт модифицирован. Сейчас он держит на себе фокус и закрывается по клавише Escape. Теперь с ним удобнее работать. Два скрипта для выделения четных и нечетных нот. Они тоже модифицированы. Насколько я помню, там сильно увеличена скорость обработки. Выделение нот по паттерну также с модификацией. Теперь окно запоминает местоположение после закрытия, и скрипт закрывается по клавише Escape. Velocity 100 для выделенных нот, 32 длительность для выделенных нот, перекидывает выделенные ноты на выбранную. Это удобно, когда нужно несколько нот разной высоты перекинуть на одну. Эта кнопка выравнивает левый край по курсору, это правый. Инвертирование нот слева направо, инвертирование нот сверху вниз. Добавляет октаву снизу, добавляет октаву сверху. В этом блоке обращение аккордов вниз, вверх и транспонирование. Эти кнопки остались из прошлого конфига. Выделяете ноты и отправляетесь на сайт, чтобы узнать их лад или аккорд.
Следующий блок – это кнопки, которые раскрашивают ноты в зависимости от контента. Velocity, высота или MIDI-канал. Далее отображение названий нот, отображение Velocity. И последняя кнопка – предпрослушивание нот при выделении, удерживая правую клавишу мыши. Скрипт немного сломан, он иногда включается и выключается в 2 клика по кнопке. В меню на нотах все осталось как в прошлом конфиге. Специфическое копирование и вставка пригождаются редко, но экономит кучу времени. Так, и последний скрипт для MIDI-редактора – скрипты для быстрого рисования педали. Они назначены на горячие клавиши. Это контроллер CC64. Комбинация клавиш Shift-A рисует контроллер вверху, комбинация Shift-Z рисует контроллер внизу. Следующий скрипт – это Firefox для Windows. Он поможет нам. Ладно, шучу. Расскажу про некоторые интересные скрипты. Если вы не знали про них раньше, это может быть полезным. Первый – скрипт от пользователя с ником Sexan. Кстати, его скрипт FX Paranormal Router я уже показывал. Еще один его скрипт – ReaSpaghetti. Он позволяет создавать свои собственные скрипты, оперируя визуальными блоками и не обладая навыками программирования. Правда, я не уверен, насколько это проще, чем обычное программирование, потому что Lua довольно простой язык, но, может, для кого-то из вас это будет решением. Еще один его скрипт – PyMenu 3000. Это красивое контекстное меню, которое можно как угодно изменять, добавляя свои собственные пункты и картинки. Далее 3 скрипта от пользователя с ником FitTheCat. Первый MX-Tuner. Я забыл про него рассказать, у меня он уже установлен. Он позволяет назначать сэмплом определенную ноту. Если у вас есть куча сэмплов в разной тональности, при фиксации ноты они будут оставаться в одной. Второй скрипт – это Gridbox. Это маленькое окошко, которое аккуратно вписывается в интерфейс Reaper. Это просто переключатель размера сетки. И третий его скрипт – это скрипт для MIDI-редактора, который определяет аккорды. Здесь хорошая новость, в моем конфиге он также уже установлен. Достаточно выделить ноты, и в верхнем левом углу будет видно название аккорда. FX Device. Скрипт от пользователя Brian Chi. Добавляет в Reaper FX-Rec с собственным дизайном. Что-то вроде отображения эффектов, как в Ableton. Позволяет делать хитрый роутинг, мудрить с модуляцией и много чего еще. Скрипт находится в разработке, пока могут быть баги, но потенциал у него большой. Так, далее прикольных авторов, которые делают JS-плагины. Первый – это человек с ником Tiller. У него много интересных плагинов, похожих на эффекты из Shaperbox. Но самое интересное – это его синтезатор с отличным интерфейсом. 3 осциллятора – это реплика культового синта из FL Studio. Также у него есть Wavetable синт, аддитивный синт и FM. Еще один товарищ – это Saike, у которого также есть крутой синт в прекрасном дизайне и куча прочих эффектов, которые вы можете найти в этой же теме. Что в папке User Plugins? Вначале мы копировали кучу DLL-ок в папку User Plugins. Сейчас расскажу, что это за вообще. Reaper KWP – это плагин, позволяющий открывать проекты Sonara. Не всегда работает, но когда работает, выручает. Далее 3 плагина, которые установлены через ReaPack. Они добавляют новый функционал и нужны для корректной работы некоторых скриптов. Ну и, собственно, сам ReaPack. Последний плагин Reaper Readers, сейчас он переименован и не работает. Это плагин, который увеличивает размер шрифтов. Плагин решает старую проблему Reaper с мелкими шрифтами, но у него есть один большой недостаток. При его активации некоторые элементы меню Reaper пропадают. Например, если открыть меню сохранения проекта, внизу можно увидеть блок дополнительных опций. При активации плагина это меню частично исчезнет, так что активируйте этот плагин на свой страх и риск.